Джекфрут. Подожди. Всем привет! Всем привет! Влог будет более организованный. Я постаралась смонтировать его более влог. Я постаралась смонтировать, не нарушая хронологию, и надеюсь, что вам будет гораздо удобнее и приятнее его смотреть. Также мы посетили такие места, как рынки еды и 7-Eleven. Надеюсь, вам будет приятно посмотреть, не отвлекая. Там стоит машина, так напрягает. Просто тут отлично слышно. Подождем. Надеюсь, этот влог вам понравится больше. Ставь лайк, если это так. Сейчас... Сколько сейчас время? 7. Время почти 7 часов, 18:57. Мы уже проголодались. О, соседка стоит. И сейчас поедем на поиски. Едем за провиантом. Большого торгового центра обязательно стоит свой алтарь. Алексей хочет, чтобы доехали до 7-Eleven. Тут обычно сидят, кушают. Слишком много людей, я постеснялась заснять, но вот молочку взяла сейчас. Ой, я купила. Ой, банановое молочко. Обошлось это мне в 45 бат. Палеты 7-Eleven. Знаете, на вкус похоже на чудо-молоко с бананом, но немножко молочнее. Вкус банана не такой химически яркий. И эта штука не такая приторная. Какой бургер будешь? Я буду... Всевозможные шоколадки. Орео. Местные. Ну и не только. Я думаю, тут есть и японская, и корейская продукция. Немножко ассортимента 7-Eleven. Все возможные. И бульдог тут тоже есть. Бульдог. А есть просто вот так продается. Пойдемте на кассу. Военный. Так, около 7-Eleven продаются фруктики на развес. Вот девушка упаковывает. Вот так на улице стоит просто продукция. Если что-то хочешь, берешь и заносишь внутрь, тебе считают. Мамуль, какой лучше? Купили питахайю. Сегодня буду сейчас делать для шортов, в том числе коктейль, точнее фреш, просто со льдом. Мол, кормила рыбок, там солнце темно, ничего не видно, это я беру с собой. Пожевать это мы несем на кухню, кладем, и все. Ой, не там свет включила. Так, быстро. Салатик, извиняюсь за бардак. Холодильник обидно мыть. Так, это у нас бульдог.
Бульдак. Ну, я думаю, все знают, что это корейская лапшичка. Ножки. Вот у нас вот такие вот грибочки. Лучочек. Колбаска. Все, и морковь. Все. Берем с собой пакет обязательно. Все, погнали. Погнали. Ну, погнали. В общем, я не успела, Алексей сел работать. А я пока поедаю. Самый вкусный это со вкусом такой же маски. Со вкусом кукурузы. Собаки очень хотят питахаю. Уходим. Время 20:29. Мы немножко перекусили, съездили в мини-лотус за продуктами. Берем с собой пакетик. Сумку бери. Алексей уже надел шлем. И мы с вами сейчас поедем на рынок. Продают мясо, морепродукты. Очень вкусно пахнет едальными. Прям там ездит мопед. И люди просто чилят. Как кто-то рисует сердечко. Сердечки. Ой, это для... Вот о чем я говорила. Есть люди, которые сидят и сортируют мусор прямо на улице. Снять хоть что-то. Вау, попкорн. О, вот личи. Джекфрут. Винограды. О, вот бутылки, которые собирают из-под колы. Про которые я уже говорила. Змеиный фрукт. Никакого шоколада. В общем, так ничего и не купили. Все уже более-менее закрывается. Да и выбор тут не очень. Тот рынок, на который мы хотели, он закрыт, к сожалению. Тут туристов вообще нет. Мы тут и так привлекаем внимание. Поэтому я так нормально и не смогла поснимать, потому что на нас и так все пялились, и без камеры. Алексей захотел покушать, я решила приготовить бульдак. Вы все знаете, что такое бульдак. Но самое интересное и вкусное, это, конечно, вот все в этих штучках. Так. После обязательно почистим питахаю. Драгонфрукт добавим втихаря. Вот такой гриб. Он, кстати, более или менее вкусный, напоминает русский гриб. Через 10 дней мы уже будем переезжать. Я постараюсь заснять все. Поиск жилья, сборы. Ну, собственно, сам переезд. Этот дом я покажу вам, когда будете съезжать. В нем 4 комнаты. Да, собственно, ничего особенного. Обычный тайский дом с тайской кухней. Очень постараюсь снимать побольше, получше, повышать качество и съемки, и монтажа. К сожалению, из
кухонные утвари у нас только сковородка. Не постели, ничего у нас больше нет. Так, чуть-чуть маслечко. Грибы, дальше чуть-чуть колбаски. Ну и, естественно, саму лапшичку. Решили одну на двоих. Все-таки время уже почти, чтобы вам не врать. 23:21. Еще лука чуть-чуть. Лук у нас будет сладковатый слегка. Вот такой вот. Красный. У кого-то он синий, у кого-то фиолетовый. Ну, как у нас, хороший. Сочный, вкусный, сладкий. Я довольна. И очень хорошо следят за свежестью товаров, таких как мясо, фрукты, овощи. Ну, собственно, все будут как на подбор. Если, конечно, вы не берете из корзины, точнее, с места, где уцененные товары, там может быть слегка подлявшая зелень, овощи, но тоже не критично, зачастую они просто в самом соку. Вот мы сейчас свет. Закинули грибочки, лучок. Сейчас у нас обжарятся. И в России готовили так же. Я готовила так же. Лучок мы слегка пассируем, то есть, ну, в общем, уже запах такой приятный, стоит грибной, луково-грибной. Да и колбаса тут достаточно тоже пахнет мясом, на удивление. Начали привыкать к острому, так что вообще поэкспериментируем. Так, сыпучку надо будет засыпать в конце. Ох, или нет. Ну, конечно, зачем нам инструкция? Так, сейчас мы попробуем. Перцовая паста такая, знаете, с маслом, которую сложно отмыть, вот это вот их ядрено-оранжевое. И, конечно же, она супер-мега острая. Ее я добавлю очень мало. И прямо сейчас она равномерно распределилась. Слушайте, она стала прям кроваво-красная. Когда я добавила, прям, о, господи, надеюсь, мы не умрем. Возьмем палочки, я не хочу в этом что-то морать. Потому что это супер сложно отмывается. О, как она стала. Из таких красных капель она оранжевеет, когда ее туда разбиваешь. В общем, надеюсь, у нас все будет в порядке. С желудками. Ну, вот это вот. Видимо, какой-то сорт перца, или я не знаю, что-то они потом добавили. В общем, интересно. Сейчас откроем. Вот. Блин, просыпала чуть-чуть, как всегда. Ну, это уже сыр, да. Вот именно, как я и говорила, я сейчас буду разбирать более соленым вкусом, так сказать, эту остроту неземную. Потому что они очень любят острое. У них даже тут для желудка, долго понять не могла, почему у них тут все таблетки, напитки для желудка ментоловые. А потом до меня дошло, что когда жарко, когда горит, надо охлаждать, освежать, так сказать. Лапша действительно очень крупная, пожалуй, самая крупная из всех, что я видела. Может быть, есть и больше, но я пока не встречала. Она очень быстро, она словно, знаете, такая мягкая, легко жуется, как будто бы
воздушный рис по текстуре. Очень похоже. То есть не надо зубы напрягать даже, чтобы грызть. Она как будто бы сразу размокает, как только попадает на слюну. Засыпаем. Еще водичку добавим. Уж больно мало. И огонь побольше сделаем. Это что-то еще очень долго будем делать. Надо чистить эту прелесть. И вообще рассказать, говорить, пока мы ехали. Потому что то было шумно, то было много тайцев. А мы находимся в таком месте, что тут практически нет туристов. Мы за 2 месяца, получается, встретили только 1 раз вот сегодня туриста. И как бы мы и так привлекаем много внимания излишне. На нас и так все смотрят. А если я еще снимаю что-то и говорю одновременно в камеру, в общем, было бы крайне некомфортно. Надеюсь, я это преодолею и в дальнейшем смогу без стеснения вообще это делать. Пока мы шли, я пряталась за мужа, как-то более-менее поснимала. Вообще, я надеялась, что мы что-то захотим, и вот остановимся, и конкретно это я смогу заснять. Приготовление там или просто витринку. Даже это пока с трудом. Вот, я перевалила, мне было очень удобно делать это и одновременно снимать, поэтому сейчас приправку добавлю. Вот это сырная приправа. Мы любим, когда много жидкости. Господи, как ее много. От нее буквально загустевает прям бульон. Нет! И все, и надо помешать. Она как бы немножко компенсирует остроту, но, честно, незначительно. Можно купить побольше кунжута черного, у него много кальция. Чуть насыпаем. Повторяю, время у нас 11:30, даже почти без 10:12. Кушать. Горячо. В общем, горячо. Я понесу отдельно. Сразу извините за освещение у нас. Вампиры. Чуть-чуть менее острее, но